Так, стрим запущен. Да. Добрый вечер, уважаемые гости. Мы рады вас всех приветствовать на второй встрече этого сезона «Выдающиеся ирландские виски Квайет Мэн». Сегодня у нас в гостях Майклом Моррис, коммерческий директор компании Нич Дринкс. Он специально прилетел к нам из дальней Северной Ирландии, чтобы лучше познакомить всех нас с вкуснейшими и любимыми многими сливочными ликерами Irish Cream и настоящими ирландскими виски Квайет Мэн. На мероприятии сегодня мы с вами вместе попробуем выдержанные виски Квайет Мэн 3-летней, 8-летней, 12-летней выдержки, а также познакомимся с ирландскими сливочными ликерами Шеннонс и Кост. Обращаю ваше внимание, что только сегодня на все напитки, представленные в рамках презентации, будет действовать эксклюзивная скидка до 33%. И вы сможете приобрести выдержанные североирландские виски по эксклюзивной лучшей цене и ликеры по акции +1. И, конечно же, вы сможете после презентации взять автограф у Майклома Морриса на каждой купленной бутылочке. Мы хотим поблагодарить всех, кто внимательно следит за нашими новостями и событиями на сайте самие.ру и тех, у кого установлено мобильное приложение Клевер. Благодарность тех, кто записался заранее и пришел на нашу встречу, получат сегодня от нас в подарок от 800 кеглей за каждые 800 рублей, потраченные на продукцию, участвующую в презентации. Но это еще не все. Сегодня при единовременной покупке на сумму от 4000 рублей напитков, представленных в рамках презентации, вам в подарок будет вот такой замечательный кофе из кафе Декфината Био. Кстати, совсем скоро мы будем поздравлять мужчин с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. И также приближается замечательный праздник 8 марта, поэтому можно уже готовиться к празднику и приобрести для любимых и дорогих мужчин, а также партнеров, коллег по работе в подарок ирландский виски Квайет Мэн. И, конечно же, к 8 марта можно поздравить прекрасный пол замечательными сливочными ликерами. Если вы хотите быть в курсе самых выгодных акций, получать персональные скидки, подарки просто так и приглашения на все наши мероприятия и встречи,
с известными виноделами из разных стран мира, вы можете установить мобильное приложение Cool Clever или зарегистрироваться в личном кабинете на сайте sommelier.ru. Мы будем рады, если вы сделаете интересные фотографии на сегодняшней встрече с нашим гостем из Северной Ирландии, или с бутылочкой виски или ликера, и поделитесь ими со своими друзьями в социальных сетях с хэштегами «Виноделов отдохни», коллекция сомелье, настроение отдохни. Не забывайте добавляться в социальных сетях к сообществу сомелье и ресторану «Кухня Поле». Приглашаем вас в уютное пространство ресторана «Кухня Поле». Сюда можно зайти за чашечкой кофе и сэндвичем. Можно заказать завтрак с кашей или сырниками. Можно съесть бургер, можно взять на ужин пасту или стейк. А еще насладиться кружечкой крафтового пива из Бельгии или Германии. И получить удовольствие от того, что есть место, где готовят именно так, как вы любите. Любым напитком, купленным в «Отдохни», можно насладиться в ресторане «Кухня Поле» за символический пробковый сбор в 100 рублей. Попробуйте уже сегодня вечером, когда останетесь на ужин в «Кухне Поле», закажите бутылочку любимого вина в «Отдохни». А если будете ужинать дома, можно заказать блюдо из «Кухни Поле» с собой или воспользоваться замечательной услугой приготовить из мяснов. Выбирайте в мяснов натуральные мясные продукты, а повара «Кухни Поле» с удовольствием приготовят для вас стейки, овощи, кебабы, котлеты и колбаски. Так, добрый вечер всем, кто присоединился к нам в нашей презентации. Я сейчас передам слово Майклу Моррису, коммерческому директору компании Нич Дринкс. Давайте поприветствуем его аплодисментами. А помогать нам общаться и переводить будет очаровательная Ольга. Okay, hello, thank you and welcome for coming this evening. Can I first of all apologize for my lack of Russian? Coming from Ireland, we of course speak Irish, but we also speak English. And with apology, perhaps next year I will try some Russian, but this year it's going to have to be in English. Добрый вечер, Майкл, очень рад вас всех сегодня приветствовать. В начале презентации он хотел бы перед вами извиниться, что он будет общаться с вами сегодня на английском. Он приехал к нам из Ирландии, где два основных языка, ирландский и английский. А может быть, к следующему году он подучит русский язык и будет уже более лучше изъясняться на нашем языке, но сегодня с переводом буду помогать вам я. Okay, so without further ado, I am the sales director for the new company. We travel around 25 countries in the world exporting our whiskey. The format today is going to be, we're going to try, I'm going to tell you some history of Irish whiskey, the category. I'm going to tell you about our company, who we are, and then we're going to taste whiskies and pair with some wonderful food. Майкл Моррис, коммерческий директор компании Нич Дринкс. На сегодняшний день продукция компании представлена на рынках 25 стран мира. Сегодня на презентации он расскажет немного о самом ирландском виске, о истории компании, также о всей представленной продукции, и которую вы сегодня продегустируете в сочетании с замечательными закусками, предложенными шефом кухни Поле. So, as you can see from the slides, which gives some information, it's a very exciting time for the Irish whiskey category. Irish whiskey is now the fastest growing category in the world in spirits, has been for some time. We're doubling our volume and we're looking to expand and grow at ever bigger numbers this year and the next 5 years. It's a very exciting time for us, and it means that there are a lot of new distilleries coming in Ireland. Категория ирландского виски сейчас переживает эпоху Ренессанса. Это одна из самых быстро растущих, точнее быть, самая быстро растущая категория спиртных напитков во всем мире. И такая тенденция будет сохраняться, по крайней мере, следующие 5 лет. И данная тенденция приводит к тому, что сейчас в Ирландии строится очень много винокурен, порядка 20, если быть точнее. Interesting fact that although the Irish whiskey industry is driven primarily by younger people, 25 to 35-year-olds, who are drinking Irish whiskey ahead of Scotch for the first time.
A little known fact is that one of the first of the great international people who talked about Irish whiskey was Peter the Great. Сейчас наблюдается такая тенденция, что люди в возрасте от 25 до 30 лет предпочитают ирландский виски шотландскому. И также очень интересный факт, что очень интересный факт, первым человеком, который заговорил об ирландском виске как в международных масштабах, был Петр I. Все слышали часть про Петра I? Нет, я повторю. Первым человеком, заговорившим, рассказавшим об ирландском виске на таком международном уровне, был Петр I. So Peter the Great said all those years ago that of all the wines in the world, the best was the Irish. And of course, because we don't make wine in Ireland, he was referring to Irish whiskey. And this was very wonderful for us all that long time ago. Если переводить дословно, Петр I сказал, что лучшее вино в мире ирландское, но так как ирландцы не производили вино, то становится понятно, что он имел в виду ирландские виски. И, конечно, это гордость. So unlike this wonderful large country, Russia, Ireland is a very, very small island. Our distillery is in the city of Derry in the north of Ireland, and this is the Peace Bridge in the city. And here we are on the island, quite close to Britain and of course Scotland, who are our main competitors. And this is to give you an idea of where we are in the world. Чтобы вам было лучше понять, где расположена винокурня компании Нич Дринкс. Пожалуйста, обратите внимание на карту, вот где указание Лондон-Дерри, самый север острова Ирландии, как раз где находится винокурня. Также изображена прекрасная фотография города Дерри, и по карте вы также можете видеть, что винокурня имеет достаточно близкое расстояние до основных конкурентов, до Шотландии, до Великобритании. In fact, up until yesterday, we were very proud that Lough Foyle, that is the city beside the river beside the city and where the distillery is, we thought this was quite impressive. Although yesterday I saw the Volga River frozen in all its splendor, and I realized this is not so big. И до недавнего времени Майкл считал, что изображенная на фотографии местная река Фойл поражала их своими масштабами, они считали ее большой. До вчерашнего дня, пока Майкл не увидел нашу прекрасную большую Волгу. So we are an independent company. These are the main three directors in the company. We are quite unusual in that the bigger brands like say Jameson and Bushmills, Tullamore Dew are owned by the big multinationals from around the world. We're actually an independent company owned by Irish directors. На фото изображены три основных владельца компании. Компания является независимой ирландской компанией, чем они очень гордятся и противопоставляют себя таким крупным брендам, как Jameson, который принадлежит французской компании, Tullamore Dew, который принадлежит компании Grants, и Bushmills, которые также принадлежат международной компании. This chap here, this is Kieran Mulgrew. He's the inspiration and the managing director of the company, and Kieran has called the whiskey company after his father John Mulgrew, who was the Quad Man. We have been in the cream liqueur business very successfully for lots of years. We sell in excess of 600,000 cases of cream liqueur and are a very well known cream liqueur company in the premium end. But it's now that we're moving into Irish whiskey, what we're going to primarily talk about now. На фотографии изображен управляющий директор, основной владелец компании Киран Малгру. Это была его идея назвать и винокурню, и бренд в честь своего отца Джона Малгру. Основной деятельностью компании на протяжении многих лет являлось производство сливочных ликеров. Их объем продаж достигали 600 тысяч коробок в год. That we were in the cream liqueur business for many years, 20 years, and we're now moving into the Irish whiskey business.
И в последние 2 года компания начала успешно заниматься производством виски. Okay. So this is the famous man himself, John Mulgrew, who was Kieran's father. He was a great inspiration to us, and he was a very famous person in Belfast. He was a bartender for 50 years, and he was a very unusual Irishman. Irish people tend to talk very much. They're not very good listeners, they're quite loud. So because he was so quiet, his nickname was the Quiet Man, and we decided to call the whiskey and the new company after him. На фото изображен Джон Малгру, явившийся вдохновлением для названия бренда. Он проработал барменом более 50 лет, был очень известен в Белфасте, но он был очень нетипичным ирландцем, потому что, как вы можете знать, ирландцы по своей натуре очень болтливы, любят поговорить, и работая барменом, он слышал очень много историй, но при этом сохранял тайну, не разносил слухов, и за что его прозвали тихим человеком или Квайет Мэн. Okay, so this is a picture of our warehouse where we keep our casks of whiskey. So these will be questions that if you want to ask during the presentation, I will be happy to answer. But this is cask whiskey. So we have, as well as building a new distillery and having new make spirit, we also own some of the oldest casks in Ireland. And this is what you're going to have a chance to taste here today. На фото изображен склад компании, где хранятся и выдерживаются бочки. Помимо того, что компания сейчас заканчивает строить свою новую винокурню, она обладает одним из самых больших стоков выдержанных виски. У вас сегодня будет прекрасная возможность попробовать виски как раз из этого стока. So, you need to be a good multitasker here. Good multitask. So this is... И да, забыл перевести, что если у вас в процессе презентации будут появляться вопросы, пожалуйста, поднимайте руку и спрашивайте. Anyway, so what we have here is an image of the new distillery, which will be opening in September in Derry. We're spending £12 million building the new distillery, and we've spent millions on the cask whiskey. So this is a huge enterprise. So although we're an Irish independent, we are quite a large company with very ambitious plans. We will be making 500,000 litres of pure alcohol, which gives us a lot of alcohol coming into this dynamic marketplace. На фото изображена как раз новая винокурня, строительство которой совсем скоро заканчивается. В этот проект вложено 12 миллионов фунтов. У компании очень большие амбиции, большие планы, связанные с этой винокурней. Планируемый объем производства 500 тысяч литров чистого алкоголя. And I offer an open invitation to all of you when we're open in September, and if you get a chance to come to Ireland, please come and visit the distillery. And the code word, by the way, if you come to the distillery and you'd like to come in for free and get the VIP treatment, is Michael sent me. И, пользуясь возможностью, Майкл приглашает вас всех, если у вас будет такая возможность, осенью приехать в Ирландию на открытие винокурни. И по кодовому слову «Я от Майкла» вас примут бесплатно, как VIP-персон. Okay. So, I hope I'm not there the day you turn up. This is, we're now going to talk very quickly before we get into tasting the whiskey about how whiskey is made. In Ireland, very famously, we have fantastic barley and wheat, and obviously we're very famous for this, and this is the core ingredient of the whiskey that we're making. So essentially this all comes from fields in the nearby areas where the distillery is situated. Прежде чем мы перейдем к презентации продукции, мы расскажем о производстве виски. Начнем, наверное, с самого важного, основного ингредиента. Это ячмень. В Ирландии выращивают, наверное, один из самых лучших ячменей и пшеницы. So the key ingredient being barley, but also grain. So grain being corn. So one of the things that we're going to taste here today is blended whiskey, which is a blend of grain whiskey and corn. And then we're going to try single malts, which come from the fields here. So the single malt whiskey is what we hope to be most famous for. Grain and malt, yeah. Yeah. Corn, yeah, grain and corn. So, Grain and corn.
Значит, основной ингредиент для производства виски это, конечно же, ячмень, но также используется и кукуруза. И сегодня вам на дегустацию будут представлены купажированные виски, который представляет собой купаж зерновых спиртов, как раз произведенных из кукурузы, и односолодовых спиртов, и два прекрасных односолодовых виски 8 и 12 лет. So all of the magic really happens at this point, because this is the copper stills which make the whiskey. What we have to do is we have to dry the malted barley to extract the sugar, and then this is where the distillation starts. Now this is where you get the main difference between Scotch whiskey, which is primarily distilled through these copper stills twice, and in Ireland most of the whiskey is distilled 3 times. На фото изображены медные перегонные кубы, в которых происходит процесс дистилляции, но перед этим нужно получить сусло. Для этого соложенный ячмень высушивают, измалывают, и как раз в процессе дистилляции выявляется, наверное, самое основное отличие шотландского и ирландского виски, потому что шотландцы дистиллируют свои виски дважды, а ирландцы трижды. So the main difference there is triple distillation 3 times makes a much softer, much lighter style of whiskey, and it's this light, soft style that is becoming much more popular around the world, and why there are all these new distilleries happening in Ireland. Тройная дистилляция придает виски необычайную мягкость и легкость. Как раз эта мягкость и легкость привлекает все больших потребителей. Это обуславливает все больший рост популярности ирландского виски в мире. So the whiskey starts life at 60% alcohol, and the only thing that we can do legally and lawfully is to break the whiskey down with using local water to bring it down to 40%, which is commercial strength for whiskey, and then these special cask bottlings at 46%. So we use water to do that. It's an entirely natural process. Изначально крепость виски составляет 60 градусов, и единственный законодательно разрешенный способ снижения градуса – это добавление местной чистой родниковой воды. Поэтому таким способом снижается градус на купажированные виски на 8-летний до 40, на 12-летний до 46 градусов. And one more slide before we start tasting things, which I know you'll all want to do, and that is to talk about the process for cream liqueur. And cream liqueur, Irish cream liqueur, is made, the first thing and the most important thing are the happy cows, the happy Irish cows. Майкл понимает, что всем уже не терпится перейти к заветной части дегустации, но перед этим немного расскажем о сливочных ликерах. И все производство сливочных ликеров начинается с счастливых беззаботных коров. The serious point about that is this is a very, very volatile product, so it's important that it's very fresh. And this is an amazing stat that these cows in the local area, we can trace all the traceability, which is very important to us. And it means that from milking the cows and turning it into cream and putting it in the bottles all happens within 36 hours in our plant in Derry. Сливочный ликер очень капризные продукты, поэтому очень важно, чтобы продукт был максимально свежий. В этом им помогает возможность отслеживать качество ликера на всех этапах производства, начиная с получения молока. И здесь стоит упомянуть очень важный статистический факт, что от момента удоя до получения сливок и смешивания сливок с остальными ингредиентами ликера составляет всего 36 часов. Уважаемые гости, сегодня наша презентация и дегустация будет проводиться из специальных дегустационных бокалов. Поэтому после первой дегустации не возвращайте, пожалуйста, ваш бокал, а оставьте его у себя на все время презентации. Все дальнейшие дегустации будут производиться из вашего индивидуального бокала. При необходимости вы можете ополоснуть бокал в специально отведенных зонах. Одна у нас находится там и вторая здесь. И после презентации, пожалуйста, не забирайте бокалы с собой, а верните их нашим официантам. Okay, so it looks like we're going to then start tasting the whiskey, and we're going to start with the blend. Okay, so everybody getting a whiskey? Yep, here's the whiskey coming now. Everybody can relax, be calm, be cool.
И да, мы переходим к части дегустации. Вам сейчас всем предложат бокалы, в которых уже налит купажированные виски Квайет Мэн. So, first of all, I'm going to tell you a slight bit about the whiskey, and then I'm going to ask our chef here to tell us a little about the food. So, the blended whiskey is a superior product. It's made in American bourbon first fill cask, so that's the important thing. When you smell the whiskey, you're going to get a sweet nose, and this is coming from the bourbon casks. Вначале мы вам расскажем быстренько о самом виски, и бренд-шеф представит вам замечательные закуски. Значит, виски купажированный Квайет Мэн — это продукт премиум качества. Выдерживается в бочках из-под бурбона, которые используются только один раз, то есть бочки из-под бурбона первой заливки. So this is a very fruity whiskey, and I'm going to ask the chef to tell us why he's paired it with this food. И благодаря вот этой выдержке в бочках из-под бурбона вы можете ощутить в аромате сладость, во вкусе фруктовые тона. Сейчас мы передаем слово бренд-шефу кухни Поле Антону Волкову, который по нашей традиции подготовил гастрономическую пару к дегустируемому виски. Антон, расскажите нам, пожалуйста, какая закуска у нас представлена к первому виски. Добрый вечер, уважаемые гости. Сегодня мы, как всегда, будем экспериментировать со вкусами. Начнем мы со следующей закуски. К этому напитку мы приготовили для вас грессини. Это выпечка из пармезана с добавлением вяленых томатов, оливок и перчика халапеньо. Подается это все в соусе blue cheese, соус из голубого сыра, да, который на прошлой дегустации вам очень полюбился. Пробуйте, пожалуйста. So, I heard the explanation on the food, and very nice it is too. Let me tell you a wee bit more about the whiskey then. So it's made in bourbon casks, and this is superior blended whiskey. When I say superior, by law in Scotland and Ireland, whiskey must be a minimum of 3-year-old. So our premium blend is 4-year-old. Во-первых, Майкл поблагодарил за замечательную закуску. И немного подробнее о купажированном виски Квайет Мэн. На этикетке вы могли заметить слово superior. И данное слово означает, что этот виски имеет выдержку больше 3 лет. В данном случае выдержка составляет 4 года. Законодательно в Ирландии и в Шотландии установлено, что минимальный срок выдержки составляет 3 года. Указание superior имеют право наносить производители на этикетку, продукция которых выдержана больше 3 лет. When I mentioned earlier, what I mentioned earlier also was that they have a lot of malt in this blend, so 20% is a very high malt content. This gives the whiskey a tremendous smoothness, and of course when we talked about this earlier on, I mentioned the fact that there will be no burning in the mouth. This is very soft, very light style. Также стоит отметить тот факт, что в данном купаже очень большое содержание односолодовых спиртов, а именно 20%, что придает этому бленду невероятную мягкость. И вы могли заметить, что он не обжигает вкусовые рецепторы, он очень питкий, действительно легкий. So this is our blended whiskey, which won a double gold medal at the World Whiskey Awards in San Francisco when it was launched in 2016. Продукт запустили на рынок в 2016 году, и уже в этом году он завоевал двойную золотую медаль на международном конкурсе в Сан-Франциско. So maybe we could take a question or two, yes? Майкл, скажите, вот я вижу 80% зерновых, из них все-таки поподробнее, сколько кукурузы и сколько остальных? Все-таки, наверное, не чистая кукуруза, все-таки она не может быть самостоятельно отдельной. Yeah, so we only use one grain, and that is corn. So 80% is 100% corn, as we would call it in Ireland, maize, same thing, and then 20% single malt. So only 2 ingredients. По науке сама кукуруза не может осахаривать, значит ее предварительно перемалывают и, соответственно, чем-то осахаривают, скорее всего, так.
она сама сыпается, не может самостоятельно солодиться. Скорее всего, добавляют, промывают ее уже каким-то... No, everything comes 100% natural through the malted barley and the mashing of the grain. So that's where we get our sugar content to make the alcohol. So just to answer, the gentleman's question was asking where the sugar comes from, and it comes from the mash bill, and the mash bill is the malting of the barley, and also obviously in the mashing of the grain. Okay? Так, значит, был задан вопрос, 80% зерновых спиртов, из чего получают данные спирты. Он говорит, что это кукуруза, потому что в производстве они используют только ячмень и кукурузу, а сахар, который необходим так для получения спирта, сусла, который будет в процессе дистиллироваться, все получается также натуральным путем, ничего дополнительно не добавляют. Okay. If everyone's happy with the blend, we can move to the 8-year-old single malt. Okay. Yep. Okay, so this is the 8-year-old single malt, and first of all, I will tell you about the whiskey, and then we'll tell the chef will tell us why he's paired it with the food. This is different. We only use 100% malted barley, and we only use first fill bourbon casks. So that means that the casks we use to make this whiskey have only been used once in Kentucky bourbon. Прежде чем... У всех бокалах 8-летний виски? Нет еще? Ну, пока вам разливают 8-летний виски, мы вам расскажем о нем общую информацию. Данный виски односолодовый, производится только из соложенного ячменя, выдерживается в бочках из-под бурбона, в новых бочках из-под бурбона. So this is going to be again a fruity experience, but you're also going to get some spice in the whiskey, and we will ask the chef why he's paired this with the food. Во вкусе этого виски вы также ощутите фруктовые тона, но помимо всей его фруктовости, вы также можете заметить, что он достаточно пикантный, с такими нюансами пряностей. Okay, so more information. So let's talk then about the whiskey. Has everybody got their 8-year-old? No? Okay. So I'll give you some information on it then. 8 years is actually relatively young for single malt. Single malts can be very old, and in fact we're going to try a 12-year-old here, which is quite old for Irish whiskey. But this is used first fill American bourbon cask, which gives it a very distinctive nose. And again, this whiskey won a double gold medal at the World Whiskey Awards in San Francisco in 2016. Несмотря на свой относительно молодой возраст для односолодового виски, за счет выдержки в новых бочках из-под бурбона он приобретает такой действительно насыщенный, богатый вкус и аромат, что было отмечено двойной золотой медалью на также международном конкурсе в Сан-Франциско. Obviously, when you see this whiskey, we're looking for an excellent dark color, and the color comes from the fact that we only use Sazerac casks. That is Buffalo Trace bourbon, and as a result of the heavy char in that cask, you get a nice coloration and a dark, attractive color in the whiskey. Также Майкл хочет обратить ваше внимание на цвет данного напитка, который получается за счет выдержки в бочках из-под американского бурбона Buffalo Trace. Данные бочки обжигают перед выдержкой, и что придает такой замечательный цвет виски. Okay, so hopefully everybody's got the whiskey. Again, what we can do is we try the nose on this. You will find that the bourbon characteristic, which is sweetness, is on the nose. But when you sip the whiskey, you will find that you get this lovely fresh fruit, but also spice. And the spice note comes from those first fill bourbon casks. И поскольку у всех уже в бокалах 8-летний виски, то Майкл хотел бы поделиться своим впечатлением от данного продукта. В аромате вы можете заметить как раз вот эту сладость, которую придает выдержка в бочках из-под бурбона. Вкус также будет фруктовый, но и с такими пряными, пикантными тонами. И
и также цветочные тона. Ну что ж, мы вам обещали эксперименты. Значит, вторая закуска к этому напитку. Мы приготовили медальон из копченых креветок, вот, с эстрагоном, мускатом. И подается все это соусом из манго и чили. Okay, so back in Ireland, single malt whiskey like this we would be comparing with normally with cured meats, strong cheeses, this kind of thing. So this is obviously also going to be very, very nice. As I can say, everybody has tasted the whiskey. Have we any feedback, any questions on the 8-year-old single malt? О закусках, о сочетании гастрономическом виски. Майкл говорит, что предложенные закуски прекрасно подойдут, но он хотел бы поделиться традиционными закусками ирландскими к виски. 8-летний виски он бы предложил подать с мясными деликатесами, с выдержанными сырами. И да, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. People might be interested to know that in Ireland, this is considered sipping single malt. So, for instance, in Ireland, we wouldn't be adding ice to this drink, and we wouldn't be adding water. So this is sipping whiskey that people will take normally with a beer, and this is not something that we would be putting ice or water into. Также Майкл хотел добавить, что это прекрасные виски, которые можно пить в чистом виде. Они не добавляют лед, потому что он убивает весь вкус. Можно пить виски вместе с пивом, запивая пивом. Обычно принт пить с Гиннесом. Можете видеть, заметить это по фигуре Майкла, как это сказывается. Я прослушал, двойная матурация или одинарная матурация у Двойная матурация или одинарная, то есть выдержка один раз бурбонить или два бурбона, две бочки. No. So this 8-year-old single malt was used to make Kentucky bourbon called Sazerac's Kentucky bourbon called Buffalo Trace. So by law they can only use those casks once to make bourbon. Yes. We buy the empty casks and then we put our single malt into those. So we only use them one more time to make our whiskey, which is why we're saying first full bourbon casks. After we're finished with them, we sell them on to Scotland. Тогда блендед тоже в бурбоновой бочке выдерживается? Ex-bourbon cask blend as well. These in the 8-year-old, it's a different type of cask, more heavy char. Все бочки они используют только один раз. По американскому законодательству бурбон может выдерживаться только один раз. Они поэтому покупают бочки из-под бурбона, выдерживают свой виски один раз и перепродают бочки в Шотландию. И 8-летний, и купажированные виски выдерживаются в бочках из-под бурбона. Единственное отличие — это тип бочек. 8-летний выдерживается в бочках из-под бурбона Buffalo Trace. Они изнутри просто больше обожжены, подвергаются большему обжигу. Это именно 8-летний? Да. А предыдущий просто какой-то бурбонная бочка? Okay. So if everyone's happy with the 8-year-old, we can then move to the 12-year-old single malt, okay? Which I think is being poured round at the moment. Уважаемые гости, прежде чем перейдем к дегустации третьего виски, хочу напомнить вам, что в Ирландии очень любят вкуснейший горячий коктейль кофе по-ирландски, классический рецепт которого входит натуральный кофе, ирландские виски, сливочные ликеры и взбитые сливки. Все эти ингредиенты вы можете приобрести прямо здесь и сейчас в нашем магазине по самым выгодным ценам. А прекрасный кофе из кафе итальянской обжарки вы сегодня можете получить в подарок при единовременной покупке виски Квайет Мэн и ирландских ликеров на сумму от 4000 рублей. Итак, я передаю слово обратно Майклу, он нам сейчас расскажет про третий виски. Okay, so the 12-year-old, which is being poured round at the moment, the first thing you'll notice is that this is a much lighter color. So people think that whiskey
gets darker as it gets older. And unfortunately, a lot of whiskey companies put caramel in their whiskey to improve the color. We don't do that, so we don't put caramel in a single malt. Мы переходим к дегустации 12-летнего виски. Вы могли заметить, что он наиболее светлый из всех представленных образцов. Некоторые считают, что чем выдержаннее виски, тем он должен быть темнее, но на самом деле это не так, потому что многие производители для того, чтобы улучшить цвет напитка, добавляют сахарный колер, но компания Нич Дринкс предпочитает быть честными, и они не добавляют сахарный колер в свои продукты, поэтому цвет полностью натуральный, который он приобретает за счет выдержки в бочках. Okay, so the interesting word on this bottle is an Irish word which is anculsti. Anculsti is an Irish word meaning the reserve, and this is because it's 12 years plus, so when it's an older whiskey we can use this word. Также снова стоит обратить внимание на этикетку, на которой вы увидите ирландское указание «анкулшти», которое означает «резерв». Это значит, что виски имеет выдержку 12 лет и более, то есть это указание, которое появляется на этикетках более выдержанных продуктов. I should point out that the alcohol in this whiskey is 46%. So 46% is obviously a lot stronger, and 46% alcohol means that although when you smell the whiskey, the lovely floral note, when you taste it, you might get some burn because of the extra alcohol, and that's why we would be saying that for 46% you might want to use a tiny bit of water in a normal tasting. Майкл обращает ваше внимание на то, что содержание алкоголя в данном виске составляет 46 градусов, и в аромате вы можете ощутить прекрасные цветочные тона, но когда вы его попробуете, то он может слегка обжечь ваши вкусовые рецепторы, поэтому для того, чтобы избежать этого, Майкл советует добавить пару капель воды. Так, мы чуть раньше говорили о мясных закусках, да, немножко с опозданием, мы к ним переходим. Вот, значит, рады вам представить, значит, это в качестве закуски к следующему напитку хотим предложить флан из утки с базиликом, и он подан под соусом чимичурри. This whiskey, of course, what you get after you get around the fact it's 46% alcohol. This is a very elegant whiskey, very elegant style, fresh flowers on the nose, and then you also get this lovely floral note, almost lemony in the taste profile. Несмотря на достаточно высокое содержание алкоголя, 46 градусов, виски обладает действительно изысканным, элегантным вкусом. Там можно ощутить нюансы свежесрезанных цветов, травяные нюансы. Yeah, that's it. What I can also say about this whiskey, it had a wonderful leg up in December. The Whiskey Bible comes out, Jim Murray's Whiskey Bible, every year, and he scores all of the new whiskies in the market, and our whiskey scored 93 out of 100. So 93 out of 100 was one of the highest scores in the Whiskey Bible awarded this year. Виски впервые был выпущен в сентябре этого года, и уже в этом году Джим Мurray, автор Whiskey Bible, оценил этот продукт в 93 балла из 100, что действительно что является очень хорошей и высокой оценкой. Okay, so as you can see, there are two very different styles of whiskey in terms of the malt, the 8-year-old and the 12-year-old. I'm one of the commercial directors in the company. It's very interesting for me to get feedback from an audience. Could I ask for a show of hands as on the two malts, not the blend, the two malts, who preferred the 8-year-old over the 12-year-old? Мы с вами попробовали два прекрасных односолодовых виски 8-12 лет, и как коммерческому директору компании Майклу хотелось бы узнать ваше мнение, поэтому он просит сейчас поднять руки тех, кому больше понравился 8-летний виски. Okay, and now 12-year-old. А сейчас, пожалуйста, поднимите руки те, кому понравился больше 12-летний. It's a good result. It's a good result. I think if we had some water
on hand, though, I do think that the 12-year-old would score better in the room. Очень Оба прекрасны, передайте ему, что они оба прекрасны, их невозможно сравнивать. Один лучше, а другой очень свежий. Еще у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста. Можно я сначала перейду? Absolutely, yes, I understand, and you're right, thank you. Очень интересные результаты. Спасибо, что приняли участие в данном опросе. Майкл уверен, что если бы сейчас у всех была по другой вода, была бы возможность добавить пару капель, то, возможно, бы большему количеству людей понравился бы 12-летний виски. I would just, I think that's a very interesting thing you've said, and the reason why I asked the question is because the 8-year-old has proven in 24 markets around the world to be exceptionally popular, and people have really loved this bigger style with fruit and spice, whereas the 12-year-old, this elegant floral style, it's a more premium product, it's older, it's more expensive and so on, and that's why I asked the question. Почему Майкл спросил, провел данный опрос, ему очень было интересно мнение, потому что 8-летний виски это уже признанный продукт на 24 рынках мира, он действительно такой фруктовый, пикантный, а 12-летний это продукт уже премиум качества, он более выдержанный, более дорогой. So, any other questions about the 12-year-old, and then we can move to the happy cows and the Irish cream? Прежде чем мы перейдем к рассказу о сливочных ликерах и счастливых коровах, Майкл хотел бы спросить, есть ли у вас вопросы по виски, по 12-летнему виски в частности? Холодная фильтрация, такой процесс, Ну ясно, все, тогда нет. До нуля сейчас вам звук. расскажу про холодную фильтрацию. Okay, so the 12-year-old whiskey at the end that we've just tried is non-chill filtered, okay? So it's non-chill filtered, and the reason why we do that is because there's more alcohol in there. The 8-year-old and the blend are both chill filtered, and the reason why we do that is because with the lower alcohol, you do not want any haze appearing in the whiskey, and the chill filtration means that even when the whiskey is inside a cold climate, there won't be any haze in the whiskey. So you chill filter it, because even though the filter will remove any haze, it's just important that we do that with 40% alcohol. Natural oil and create a haze, which will disappear as soon as the whiskey warms up again. Natural, yeah. Процесс холодной фильтрации это не... А можно, где девушка, я не вижу. Да, ответ на ваш вопрос. Холодная фильтрация это совершенно другой процесс, отличный от того до снижения содержания алкоголя путем добавления воды. Значит, продукты с содержанием градуса 40% при резких перепадах температур, при резком охлаждении имеют без применения холодной фильтрации, имеют свойство не выпадать в осадок, образовывать мутность, это вот за счет натуральных масел, которые содержатся в виске. А процесс холодной фильтрации снижает содержание этих масел и помогает избежать возникновения данной мутности. А продукты с более высоким содержанием алкоголя, они от этого защищены за счет как раз вот этого более высокого градуса, который не позволяет при резких перепадах температур этим всем маслам давать вот такую небольшую мутность. Но если все-таки вы заметите эту мутность, то при нагревании до комнатной температуры она исчезает. Whiskey purists are very keen on non-chill filtered whiskey, but it's the only thing you would do if you leave a lot more alcohol in. So 46%, and some point later this year we will also be releasing single cask whiskies as well, cask strength. Но, собственно, по вот всем вышеперечисленным причинам виски не подвергается, виски с содержанием 46% не подвергается холодной фильтрации. Возможно, позже, в течение года, компания сделает розлив виски бочковой крепости с более высоким содержанием алкоголя. Я вот как раз хотел спросить, меня опередили. То есть, Майкл, если я приеду в этом году на открытие, как вы меня пригласили,
То есть бочковой крепости я могу приобрести на визиторском центре или на заводе. Только если скажешь платно. Не, ну это понятно. Не, но он же уже сказал приезжать. Absolutely, the answer is yes. So we are going to create special whiskies only at the distillery, which will be single casks, special casks. At the moment we've got 16-year-old whiskey and 18-year-old whiskey, which we are keeping for the opening. And these whiskies we have been sitting in the dairy site for many years. And yes, you will be able to buy some whiskies that are exclusive and only at the distillery. And of course you do the Michael send me and you get the VIP treatment. Да, тут задали вопрос, будет ли возможность приобрести виски бочковой крепости, если удастся приехать в Ирландию на открытие новой винокурни. Майкл сказал, что да, конечно, у них было в планах сделать как раз специальный розлив однобочковых виски бочковой крепости. У них есть настойки 16-18-летние виски, как раз они к такому знаменательному событию, как открытие винокурни, планировали сделать что-то особенное. И да, если по кодовому слову, я от Майкла бесплатно VIP. The other thing that's interesting for this lighter style of whiskey, we also are making small batches of sherry finish. So we have a lot of this whiskey in the 12-year-old sitting in sherry cask, which we will be releasing later this year. We're also experimenting, finishing this whiskey with single malts in Cabernet Sauvignon casks, some Imperial Stout casks, which whiskey is absolutely fantastic. And also we're just bought some rum casks. О выдержке виски в других бочках. Сейчас компания экспериментирует, они завершают выдержку в бочках из-под хереса, это небольшие партии, например, 12-летние виски. Также они экспериментируют с бочками из-под каберне савиньон, также закупили бочки из-под рома, все для того, чтобы впоследствии выдерживать свои продукты, делать что-то новое. Okay, thank you for the question. So, here we go. Sorry. Можно уточнить, у вас есть выдержанные виски, да? Но при этом компания молодая. Да. 2 года, да? 12 лет. Этот сток, он откуда? Это чья-то закупленная... Чьи спирты? Да, закупленные откуда-то? Или это... Чьи пудра? Well, it's we signed in Ireland, in Scotland, it's quite common. So we have signed a non-disclosure agreement with where we bought the original casks back in the day, when we took those casks up to dairy many years ago, and then we started to mature them on site, and we then started to bottle the whiskey ourselves and change the casks and so on. So the original source, I'm afraid, is a secret. Да, вы правы, компания занимается производством розливом виски всего 2 года, но закупкой виски они начали заниматься уже давно, выдерживают они все на собственном предприятии в Дели, разливают тоже все там. У кого закупают, это секрет. Это Шотландия или Ирландия? Hello, we bought all this wonderful casks many years ago in the expectation that we would be here in Moscow today selling whiskey to you. No, we source all. We have an agreement with an American company. We're one of the key things about all the new distilleries coming from Ireland is the casks, where you get them. The whiskies? No. Well, you can't buy whiskey in Scotland and bring it to Ireland and call it whiskey. That's illegal. You can't do that. So the whiskey in Ireland has to come from another Irish source, and it must stay on the island of Ireland. The minute it leaves the island of Ireland and goes anywhere else, it's not Irish whiskey. Similarly in Scotland. So no, nothing would ever be coming from Scotland. This is Irish whiskey made in Ireland. End of. Свой виски они закупают, естественно, в Ирландии, потому что по законодательству виски, привезенные откуда-то из другой страны в Ирландию, не имеют права называться ирландским виски, так же как то же самое действует для Шотландии. То есть виски должен быть
произведен, разлит в Ирландии. Если также балком вывозить из Ирландии где-то разливать, то он тоже не будет считаться ирландским. And Irish whiskey tastes better, that's how you know. И да, можете сказать по вкусу, да, что это ирландский виски, потому что он лучше по вкусу. Okay, so thank you for the question. We're now going to drink the cream liqueurs, okay? Someone's going to... Маленький вопрос. Майкл, а у вас на вашей родине вы виски потребляете после или после еды? Это аперитив или вместе? У вас так же холодно, как у нас. Yeah, well, that's a very good question. So in Ireland, the tradition would be to drink blended whiskey before food and single malts afterwards. So in Ireland, that's the traditional way to do that. Blended whiskey is being actually drunk all the time, lots of it, which is a good thing. But the single malts traditionally will be had after dinner. Okay? Традиция Ирландии заключается в том, что купажированные виски чаще подают в качестве аперитива, а односолодовые виски в качестве дижестива. Okay, so cream liqueur is coming. Isn't it? I've got one. А пока всем разносят сливочный ликер, может, у кого-то еще появились другие вопросы? У меня есть еще вопрос, а вот сколько пар кубов, сколько подстилов всего на предприятии на данный момент, и сколько планируется в конечном итоге, и сколько сейчас общий объем хранящихся спиртов? И объем, да? Ну, на данный момент уже хранится на складах. Ну, есть такая информация открытая. Well, the pot still whiskey, as you know, is a style of whiskey only made in Ireland. In the new... So we have three pots. So 3 pot stills, 3, yes. And the capacity at full strength is 500,000 litres of pure alcohol. So that makes, if we turned all of that into single malt, that's 168,000 cases of whiskey. Будет 3 перегонных куба на винокурне, потому что она у них еще не действует. Сейчас действующей винокурни нет. Как говорили в начале презентации, все свои спирты они уже закупили и выдерживают. Да. Объем производства новой винокурни будет составлять около 500 тысяч литров чистого алкоголя. Если перевести это все в односолодовые виски, то это 168 тысяч. 168 тысяч коробок по 12 бутылок. Okay, thank you. Yeah, okay. So now we're moving on to cream liqueur, which is very, very interesting. In Ireland, 95% of all of the consumers from cream liqueur would be women. Okay. Мы переходим к рассказу о сливочных ликерах, и вначале немного интересной статистики. 95% потребителей сливочных ликеров в Ирландии – это женщины. So the interesting thing about Shannon's is a couple of things. First of all, the alcohol, 17%. And if you remember the Happy Cows earlier on, this is the kind of cream liqueur that is super fresh, made on site on our factory and dairy from cows producing milk in the local area. Содержание алкоголя в ликере Шеннон 17 градусов, и Майкл напоминает вам о счастливых беззаботных коровах, от которых они получают свое молоко для производства сливочного ликера. А все молоко берут у этих коров, которые выращиваются на свободном выгуле на соседних к производству фермах. И все производство от начала до конца происходит на в компании Нич Дринкс, да, все делают сами. Okay, and I will say one thing about the cream before we ask the chef to tell us about the food pairing. This is very interesting for the whiskey nerds because we only use
single malt. So the whiskey that we put into the cream is premium single malt. И еще один интересный факт. Для производства данного ликера используются исключительно односолодовые ирландские виски. Итак, перейдем к десертам. Значит, в качестве закуски к этому ликеру мы к вам приготовили одну интересную вещь. Была у меня Кока-Кола, в общем, я сделал из нее бисквит. Вот, мы ее до невозможности выпарили, да, чтобы, скажем так, не так вредно все было. Да. Ну, возможно, кто-то почувствует далекие нотки. В общем, это бисквит из Кока-Колы, а крем мы сделали из сыра маскарпоне и белого шоколада. И в заключении нашей презентации мы всех вас приглашаем к нам в гости в ресторан «Кухня Полли». У нас для вас, как всегда, новинки, в том числе и постное меню для постящихся. И очень рекомендую попробовать уже, наверное, полюбившийся вам рулет из утки, те, кто не пробовал, и ножку индейки. Также есть рагу из кролика. Просим в гости. Okay, so I look forward to tasting the lovely food in a moment, but as you can tell from the cream, you get this lovely cocoa note and you've had some ice, and that's the key thing when you get cheaper cream liqueurs and they put ice in, it tends to separate the cream from the alcohol, so it's very, very important for us that this obviously stays together as a drink and it shows that it's premium quality. Также о сливочном ликере Шенс мы могли, наверное, заметить такие тона кокоса во вкусе. И важный нюанс о качестве самого продукта. Если сливочный ликер низкого качества подать со льдом, то сливки и свернутся, отделятся от спирта, и консистенция, текстура ликера нарушится. Как вы можете заметить, что ликер Шеннонс сохраняет свою текстуру, что еще раз подтверждает его исключительное качество. Okay, do we have any questions on the Shannon's Irish Cream Liqueur? Нет, Oh no, we don't. We're only in the liquor business, so we're good multitaskers, but we only make liquor. So the cream liqueur or the whiskies, and we don't get involved in food at all. Производством другой продукции, помимо сливочных ликеров, виски компания не занимается, продукты питания они не производят. Okay. Any other questions, and then we'll try the last for the day, which is the Causeway Coast. А есть еще вопросы, прежде чем мы перейдем к дегустации последнего продукта на сегодня, ликер Causeway Coast? No questions? Okay. So with that, then we will go to the Causeway Coast, which is another premium cream liqueur with the alcohol is 15%. Ликер Causeway Coast также является продуктом премиум качества, но содержание алкоголя в нем уже 15%. Yeah, when I say premium, of course, any cream liqueur that's made with Irish whiskey as its spirit source is going to be a premium product, and then obviously some other products are using only white spirit. We use Irish whiskey making these, malt in Shannon's and the blended whiskey in Causeway Coast, and this is why they are premium cream liqueurs. Майкл объясняет, почему он называет ликер Causeway Coast и Shannon's продуктами премиум качества. И причина очень проста, в их составе ирландские виски, потому что крупные производители известных брендов в состав ирландские виски уже не добавляют, а используют обычный зерновой спирт. Я думаю, что сейчас мы порадуем всех любителей сливочного лакомства, натурального пломбира. Сегодня у нас дегустация ликера Causeway Coast проходит вместе с мороженым. Вы оцените прекрасное сочетание сливочного ликера и настоящего пломбира, которые, кстати, прекрасно сочетаются с натуральным кофе, который мы предлагаем в нашем ресторане «Кухня Полли».
Натуральный пломбир мясной фермы на сливочках – это 100% хит у наших покупателей и их детей. Нежный, сладкий, с приятной консистенцией, настоящий продукт, сделанный по ГОСТ, без Е и растительных жиров. Okay. So the Causeway Coast, as you can see, this is quite an unusual way of having the liquor, but this is something that we are doing more in Ireland, which is pairing ice cream with the Irish cream liqueur, where you get this beautiful kind of creamy sensation, and then the nice whiskey kick at the end. It's a great combination. It's doing very well in bars and restaurants, and it's great to see that we're trying it here in Russia. Майкл говорит, что это достаточно распространенный способ подачи сливочного ликера в Ирландии, подавать его с мороженым. Это прекрасное сочетание. Вы чувствуете сливочность мороженого, и потом это завершается таким приятным послевкусием с тонами вот как раз виски. I can see by the quiet audience that this seems to be going down very well. I can assume by the nice quiet demeanor. И по наступившей тишине Майкл может судить, что вам всем очень нравится данное сочетание. Yes, okay. So, any questions before we move to the last couple of slides and wrap everything up? Перед заключительной частью презентации остались ли у кого-либо какие-то вопросы? Скажите, ну вот раз такое сочетание со сливочным мороженым, сколько может в открытом состоянии храниться бутылка и какой способ хранения? Yeah, it's a very good question. Some people think that you can put as I said earlier on, this is fresh, 36 hours making the stuff, and people think that you can drink it at Christmas, put it in the fridge, and then not drink it again until the following Christmas. Well, that's wrong. The maximum that you should be, once the bottle's open, the maximum that you should be allowing it before being consumed is 6 months. So it's 6 months lifestyle. Obviously, the beauty of whiskey is it stays good forever, but the cream liqueur is 6 months once the bottle's opened. Был, для тех, кто не слышал, был задан вопрос, сколько стоит хранить открытую бутылку ликера. Как Майкл уже говорил, что ликер свежий, там используются исключительно свежие сливки, и процесс, который занимает всего 36 часов, это удой, получение сливок и смешивание сливок с другими ингредиентами ликера, поэтому нельзя открыть бутылку на Рождество и оставить ее до следующего Рождества. Поэтому, если вы открыли бутылку, то ликер стоит выпить в следующие 6 месяцев. But you can open your bottle of whiskey and leave it around, and your great-great-great-grandchildren can drink it after you've opened it, no problem. Ну, замечательная отличительная черта виски по отношению к ликеру, он не имеет срок годности, поэтому если вы открыли бутылку, то можете оставить его хоть до следующего поколения вашим правнукам. So lastly, thank you for your attention. Just to tell you that part of the great success story that we are at the Quad Man is the fact that we have gone into competition with the biggest companies in the world, and in America we won double gold medal for our blend and our 8-year-old. We got that wonderful score from Jim Murray, putting us right at the top of the tree. And one of the hardest countries in the world to win whiskey medals because they're so fixated with Scotch is China. And our whiskies all won gold, best in class at the big Chinese awards last year. Напоследок Майкл хотел бы вам рассказать о том, что их продукция была удостоена множества наград, а также они получили достаточно высокие положительные оценки от эксперта виски Джима Мюррея. На конкурсе в Сан-Франциско купажированный виски получил двойную золотую медаль, а также двойную золотую медаль на конкурсе в Сан-Франциско получил 8-летний виски, а вся линейка виски Квайет Мэн удостоилась высоких наград на международном конкурсе в Китае, что они считают высоким достижением, потому что на рынке Китая в большей степени предпочитаются шотландские виски, поэтому для ирландского виски это считается большим достижением. Okay, we're very excited about our breakthrough in Russia.
Last year, at the start of the year, we were in 23 markets, and then we started doing business in Russia in June of last year. And in June of last year through to now, Russia is now the third most important whiskey market in the world for us. So this is great news, and thank you very much for the support you've given us so far. С прошлого года компания Нич Дринкс вышла со своей продукцией на российский рынок. Их продукция представлена эксклюзивно в магазинах «ОТДОХНИ», они считают это большим прорывом. До прошлого года их продукция была представлена в 23 странах, в прошлом году присоединилась Россия 24 страны, и продукция на полках в магазинах «ОТДОХНИ» появилась всего лишь в июне прошлого года, а уже сегодня наша страна занимает третье место по важности, по объемам остальных по сравнению с другими рынками, куда они возят свою продукцию. So, without further ado, from me, Майклом Моррис, the director of the company, from John Mulgrew, who is the great inspiration to all of us at the company, and I was hoping that Ireland would make the Football World Cup, but unfortunately we got knocked out. And just to let you know that because of the great performance in the whiskey, all of the people back in Ireland will be voting for Russia in the Football World Cup. Майкл хотел бы от своего лица, от лица всей компании и от Джона Малгру, явившегося вдохновением для всей их команды, поблагодарить вас всех за присутствие. А также он хотел сказать, что к его огромному сожалению ни сборная Ирландии, ни Северной Ирландии не прошли отборочный этап на чемпионат мира по футболу 2018. И благодаря таким замечательным продажам в России, потому что мы сейчас занимаем третье место по важности для них, они сейчас будут поддерживать сборную России на чемпионате мира по футболу. Thank you very much. Although, can I just say one thing? Although we all hope that Russia does well in the World Cup, I do hope that Glasgow Celtic do well in St. Petersburg tomorrow. Так же, как он верит в сборную России, но действительно желают нашей сборной победы, он также будет завтра поддерживать Celtics, которые играют в Петербурге с Зенитом. Thank you very much indeed for your attention. Thank you. Oh yes, we are going to hand out the prize for the best questions. Is that right? The best question. So we are going to give this award all the way from Ireland, a very, very special shirt, and we're going to give it to this lady here. Here you go. You asked some very good questions. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Okay, so we're also, these are the badges that get you the special VIP treatment when you go into the distillery. And I'm going to give the first with the branded Kvad Man glass to the tall man here who asked the awkward question. Yes. Thank you very much. Yeah. Congratulations, well done. And the other gentleman that was at the back here, is he gone? Он вышел, но вернется. Is he here? Is he away? He'll be back. So this is for him because he also asked some very interesting questions. And I think that's us. Да, Майкл только что вручил подарки за самые лучшие вопросы. И у нас был мужчина, который очень задавал много вопросов. Пожалуйста, подойдите за своим подарком. Вас ждет прекрасный брендированный бокал и значок, который приравняет вас к клиенту уровня VIP на винокурне. Мы вас очень ждем. Давайте встретим его аплодисментами. Поздравляю. Well done. Thank you. Thank you very much. Всем спасибо за внимание. Уважаемые гости, надеюсь, всем очень понравились напитки, которые сегодня пробовали в рамках презентации. Напоминаю, что на все напитки, представленные сегодня, действует эксклюзивная лучшая цена и также акция 2+1. Я хочу вам рассказать, что следующая встреча с нашими партнерами
у нас пройдет уже 30 марта. Это будут пивовары из Германии, представители марки Гёллер, семейной винодельни. Встреча пройдет не здесь, а также в кухне-поле по адресу Бирюлевская улица, дом 38. После презентации не стесняйтесь, подходите к нашему гостю за автографами. Можно взять автограф, сфотографироваться, задать также вопросы, у кого остались вопросы. Приглашаем вас всех сегодня остаться на ужин в кухне-поле. Ликеры, ты будешь ликер брать? Я буду вот такой же. Не надо. Да. А ты один сам. Не тогда, если один. И вот этот тогда. Нет, мы не вместе. Две вот такие, один шаг и один ликер.